Привет, я Ира и добро пожаловать в Логово интроверта. И сегодня я продолжу рассказывать о марках, на которых изображены ледоколы. Это серия «Отечественный ледокольный флот». И это уже третье видео на эту тему, первые два можно посмотреть где-то вот там. Сегодня речь пойдет о ледокольном пароходе Георгий Седов. Вот так вот выглядит эта марка. Корабль этот был спущен на воду в 1909 в Англии и планировался как каботажное судно, то есть должен был ходить от мыса к мысу, перевозить в границах страны разные грузы. Но с началом Первой мировой Россия этот корабль покупает. И вместе с портом приписки он меняет и свое название. И из Биотик его переименовали в Георгий Седов. Назван же корабль был в честь гидрографа, известного полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова. Кстати, именно Седову принадлежит идея того, что нужно осваивать Северный полюс. Он первым озвучил эту мысль в 1912 году. На тот момент американцы уже заявили о том, что побывали на полюсе, а норвежцы планировали свою экспедицию. План Седова, который он разработал и предоставил правительству, правительство одобрило, но спонсировать его поход отказалось. Тогда он объявил сбор пожертвований на его экспедицию. И к августу 1912 года собрал 40 тысяч рублей, 10 из которых пожертвовал государь-император Николай II. Итак, на корабле «Святой Фока» Седов 27 августа отправился в сторону Северного полюса. Спустя 1,5 года экспедиции на второй зимовке около земли Франца Иосифа Седов решает на собачьих упряжках отправиться к Северному полюсу. Тогда до полюса оставалось чуть больше 1000 километров. Вышли они в путь 13 февраля, а 5 марта, пройдя 100 километров, Седов умирает. А команда, оставшая без своего капитана, решает возвращаться в Архангельск. Корабль же, названный его именем, просто не мог не войти в историю как исследователь Северного полюса. И так этот корабль стал первым кораблем, которому удалось подойти к Северному полюсу ближе, чем на 1000 километров. В 1929 году ледокольный пароход Георгий Седов дошел до полюса на расстоянии 800 километров, чем установил рекорд того времени. Также он участвовал в поисках потерпевшей крушение экспедиции Нобеля, который пришел на помощь еще один наш знаменитый ледокол Красин. Но самое, наверное, событие, с которым вошел в историю этот корабль, это его легендарный дрейф. Тогда осенью 1937 года на Севморпути остались на зимовку 5 отечественных кораблей. 2 из них стояли в проливе Вилькицкого, а 3, включая Седова, в море Лаптевых. Кроме Седова на зимовку 1937-1938 года в море Лаптевых остался ледокол Садко и ледокол Малыгин. Весной же последние 2 смогли освободить. К ним на помощь пришел ледокол Ермак и вывел их на чистую воду. С Седовым же так не получилось, потому что выяснилось, что за время вынужденной стоянки пришел в неисправность его рулевой механизм, то есть корабль не мог идти сам. Тогда решили, что Седов остается еще на одну зимовку в море Лаптевых, и на корабле осталось 15 человек поддерживать его жизнедеятельность и проводить научные исследования севера. Тогда, наверное, никто не задумывался, что это растянется на 812 дней. Именно столько дрейфовал ледокол Георгий Седов.
Выйти же на чистую воду он смог только после того, как его вынесло в Гренландское море в январе 40-го, где его уже встречал еще один наш ледокол Иосиф Сталин, который проводил его в родной порт. Моряков же, полярников, встречали как героев, и уже 5 февраля они были в Москве на приеме, где им вручили звезды Героев Советского Союза. А ледокол сам был в строю до 1966 года, после чего его признали устаревшим и через несколько лет разобрали на металл. Ну и на сегодня это все. Спасибо за внимание. С вами была я, Ира. Еще увидимся в логове интроверта.